Всем привет, винтажники! Сегодня у нас будет новая распаковка лота, который я купила на аукционе eBay. И среди этих украшений будет, конечно же, одно единственное, заради которого затевались все торги. Начнем мы наш обзор с украшения, которое попалось мне первым. Это браслет такой классической тематики для 70-х, 80-х и 90-х годов на подвижном механизме в виде гармошки. Очень качественно сделанный на первый взгляд. В хорошем состоянии. Маркировок здесь я не вижу. И вот так стильно и интересно он выглядит, особенно за счет вот этих элементов из золотого металла. Я люблю такие украшения. Напишите в комментариях, как вам. А мы двигаемся дальше. Ну, это бусы из пластика. Чередуются они между собой со вставками металла золотого тона. В хорошем достаточно состоянии. У нас замочек бочоночком. Такой замочек характерен для 60-х и 70-х годов. Маркировок я не вижу, но подобные украшения были представлены в каталогах как у бренда Sarah Coventry, так и у бренда Monet. Вот такое интересное колье. Очень летний и нарядный вариант, как по мне. Далее лот будет максимально летним, потому что белый цвет для меня всегда символизирует лето и какие-то круизные коллекции. Очень красивые серьги, классические 80-е, может 90-е. И у нас здесь есть маркировка. Дает нам понять, что это бренд Trifari. И подобная маркировочка у них появилась как раз таки к 90-м годам. Очень красивые, они очень качественно сделаны. Вставочки здесь из пластика. Ну, такая прям классика. Дальше я вижу здесь очень яркий и акцентный крест. Посмотрите, насколько круто он сделан. Он объемный, с такими закрученными элементами. Просто вау! Очень красивое сочетание. Я обожаю сочетание белой эмали и золотого тона металла. Маркировок здесь я не вижу. Но, знаете, что-то похожее на бренд Monet. Брошюровочка очень характерная для бренда Monet. Такая мелкая, красивая, текстурированная и ровная. Но здесь маркировок нет. Давайте посмотрим цепочку. На ней также маркировочек я не вижу. Ну, пока что это изделие без бренда. Выполнено оно невероятно качественно. Скорее всего, это крест годов 80-х. Такое украшение в стиле Мадонны. Вот если разобрать ее какие-то концертные образы, у нее очень часто присутствуют такие крупные кресты. Серьги. Это клипсы. Опять же, такой филигранный металл. Штампованный. И покрыт он какой-то белой эмалью, скорее всего. Есть некоторые сходы внешнее покрытие, через которые у нас просвечивает металл золотого тона. И, кстати, даже хочу вам сказать, не портит. Вот если бы все вот эти завитушечки были золотого тона, то я думаю, что серьги очень здорово бы так акцентировали внимание на своих каких-то отдельных элементах. В целом красивые серьги. И что удивительно, на сегодняшний день все украшения, которые мы пока что с вами посмотрели, прекрасно сочетаются между собой. Браслет такой интересный, у него градуированные бусины. И одна бусина среди всех, конечно же, особенная, она золотая. И этот браслет имеет бирочку Пьер Карден, Париж, Нью-Йорк. И на самом браслете маркировок также нет. Но приятно, что он абсолютно новый и сохранился с оригинальной бир. Вот таким образом он смотрится на руке. Он очень яркий, акцентный. Класс. Мне безумно нравится. Я обожаю такие украшения. Красивая находочка от Пьер Карден. То тут у нас есть еще. Давайте смотреть. Конечно же, не забываем, что напоследок я оставлю украшение, ради которого затевалась покупка всего лота. Итак, у нас с вами бусы, такие многорядные бусы, очень длинные. И они похожи, вот знаете, как раньше делали коралловые бусы. Может быть, это стекло. Если мы с вами заглянем вовнутрь вот этих бусин,
то будет видно, что вот этот белый цвет — это внешняя какая-то такая оболочка, а внутри бусина прозрачная. Средней холодности я не могу сказать, что это и стекло, и не могу сказать, что пластик, потому что для пластика они слишком тяжелые. Безупречно красивые бусы, я бы сказала. За счет того, что они мелкой фактуры, они будут очень красиво смотреться с любым летним нарядом, будь то рубашка, будь то платье, будь то джинсы и боди. Вообще очень красивый вариант. Они в безупречной сохранности. У нас здесь опять же замочек бочонок. А серьги с белой эмалью. Эта эмаль уже в некоторых местах у нас отслоилась. Под эмалью я имею в виду тут какой-то слой лака или краски с глянцевым финишем. Как я вам уже сегодня сказала, в этом лоте каждое украшение безупречно сочетается между собой. Еще у нас тут есть еще один браслет. У него такая интересная фактура металла. Я вот не понимаю, она либо такая и должна быть, как будто бы вот он, знаете, на индийских украшениях часто так бывает, они как будто бы сверху так неаккуратно прокрашены каким-то лаком финального покрытия. А это украшение вот с одной стороны где-то кажется, как будто бы оно вот так слегка прокрашено лаком, а где-то кажется, как будто бы оно прям подстерлось. Не могу сказать, что оно прям легкое, и не могу сказать, что оно прям супер винтажное на вид. Видите, тут есть все-таки какая-то многоуровневая конструкция. Вот эти шапочки с кабошончиками, они вот на такой кнопке держатся на основании браслета. Не знаю, интересный браслет. Может быть даже индийский, может быть даже и винтажный, может начало нулевых, а может и современный. Затрудняюсь, если честно, ответить вам достоверно и атрибуцировать этот браслет по какому-то периоду. Но давайте я его померю. Такой тоже достаточно интересный, очень акцентный, своеобразный браслет. И еще одно украшение. Очень приятное на ощупь. Вы слышите, как оно звучит. Это молочное стекло, друзья мои. Красиво сделано, собрано на нитку. Эта ниточка уже начала потихонечку разлазиться. Его надо будет, скорее всего, пересобрать. Красивые такие объемные бусины. Интересный вариант. Очень нежное. Посмотрите, какое оно лаконичное. Такое приятное на ощупь. Его прям хочется трогать. У него здесь также бочоночек, замок. В целом украшение невероятно элегантное. Просто вау. Далее у нас на распаковке будут серьги. Серьги, скорее всего, около современные, но в прекраснейшем состоянии. Такой классической формы капли. Тут качественные кабошончики из пластика. Например, если даже посмотреть их в сравнении с Трифари, то я думаю, вам это очень хорошо заметно, что у этого варианта сережек металл достаточно такого насыщенного золотого оттенка. У Трифари более благородное покрытие. Ну, больше мне сказать про них нечего, у них нет маркировки, состояние изумительное. Напишите в комментариях, любите ли вы такие серьги. Следующим у нас будет еще одно колье, бусы. Что-то мне подсказывает, что это колье может быть от бренда Avon. В 70-е и 80-е годы у них были похожие варианты, которые не маркировались. Поэтому предлагаю заглянуть в книгу и посмотреть. В книге я нашла очень похожий вариант, максимально схожий по дизайну, но все-таки он отличается своими элементами и деталями. Вот здесь в книге представлено колье 73-го года. Возможно, это украшение также относится к бренду Avon из немаркированной серии. Нашла еще одно колье с нашей сегодняшней распаковки. Посмотрите. Но это точно оно. Это точно оно, потому что и замочек, вот если вам видно, и сами бусины,
и то, как они чередуются между собой, абсолютно точно совпадает. Поэтому это колье мы можем атрибутировать так же, как колье от фирмы Avon. И относится оно к 1977 году. Называется Summer Set, то есть летний сет. Собственно, как мы его с вами четко и атрибутировали при первом взгляде и обзоре. Ну а мы двигаемся дальше. Нас ждет еще несколько украшений. И в финале, конечно, я покажу то, заради чего я купила весь лот. Значит, это серьги наборные, такие грозди на винтах. Они уже, конечно, повидали эту жизнь, и она была к ним немного жестока. Судя по тому, что одна сережка полностью потеряла свой тон золотой. Такие достаточно необычные пушистые белые грозди. Это еще одно украшение с белой эмалью. Серии таких похожих украшений были у бренда Monet. Вот так правильно оно носится, то есть оно двойное. Украшение однозначно необычное, потому что даже цепочка его покрыта вот этим слоем белой эмали и, конечно, заслуживает того, чтобы сегодня украшать наш белоснежный лот. Ну и как я вам обещала, сейчас будет то украшение, заради которого покупалось все, что вы сегодня увидели. Это украшение от бренда Trifari начала 50-х годов. Потрясающей красоты сережки с белым молочным стеклом. Посмотрите, насколько они объемные, насколько детализированные, как красиво эти лепесточки обрамлены металлом золотого тона. Невероятной красоты работа, которая сохранилась до наших дней просто в изумительном состоянии. И я с удовольствием хочу показать эти серьги в нескольких книгах, потому что они как раз таки не просто стали знаковой коллекцией среди украшений Trifari, но и засветились в рекламных плакатах. Эта коллекция выпускалась в нескольких вариантах. И как здесь обозначено, ранние 50-е годы. Еще в одной вариации, посмотрите, это большая брошь. Я очень хочу себе купить эту брошь в коллекцию, чтобы она дополнила собой мои серьги. Найти украшения в хорошем, идеальном состоянии — это прям задача со звездочкой, я бы сказала. И этот же сет, он представлен здесь вот брошь, колье. Мечтаю найти это колье. Браслет вообще никогда я не видела в продаже. Посмотрите, как удивительно держать в руках настолько значимые серьги, которые отметились и на рекламных плакатах, и были достаточно культовой моделью среди бренда. Еще одна книга, в которой представлено украшение такого же плана. Это брошь из серии. Также отмечено, что это 52 год, камели. И еще одного плана колье я хотела бы вам показать. Это вот такой вариант. Он также, как вы можете заметить, абсолютно схожий по дизайну с сережками, с клипсами. Рекламный плакат был опубликован в 1953 году и посвящен теме рождественских праздников. Ну и вы также можете увидеть, какие украшения также входили в коллекцию. В такой прекрасной торжественной ноте с финальным лотом в виде сережек Trifari мы с вами завершаем обзор нашего белоснежного летнего лота. Я надеюсь, он вам понравился. Пишите в комментариях, какое из украшений вас покорило своей красотой больше всего. Я с удовольствием все комментарии прочитаю, обязательно на них отвечу. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока!